Вкусное блюдо. Витамины, клетчатка. Так капусту вы еще не готовили. Молодую капусту нарезаю помельче. Пересыпаю в миску, добавляю соль и отжимаю. Также можно поступить с поздними сортами капусты. Отставляю в сторону. В это время репчатый лук мелко нарезаю и обжариваю на разогретой сковороде с растительным маслом. В морозилке у меня были подготовленные грибы-лисички. В это блюдо я решила положить их. Вы можете взять шампиньоны или вишенку. Грибы дадут приятный аромат, заполнят своим вкусом и текстурой блюда. Обжариваю лук 2-3 минуты, добавляю грибы и вместе обжариваю еще около 5 минут. Грибную начинку можно немного присолить, потому что основные специи буду добавлять дальше в рецепте. Отставляю грибы с луком в сторону до остывания. Для заливки я возьму яйца, немного перемешаю их венчиком и добавлю кефир. Лучше брать продукты комнатной температуры. Жирность кефира в этом блюде не очень важна. Обычно я беру 2,5% жирности. Растительное масло. На грибы с луком у меня ушло грамм 30. И здесь примерно 40 грамм. Специи выбирайте на ваш вкус. Кроме соли и сахара я добавила прованские травы, кориандр и черный молотый перец. Кстати, если решите добавлять куркуму, она придаст не только пряности, но и окрасит блюдо в желтый оттенок. Следующий компонент – овсяные хлопья. У меня мелкие. Если у вас крупные, то измельчите их перед добавлением в тесто. В последнюю очередь добавляю муку и разрыхлитель. Ориентируйтесь по консистенции, она должна быть густой. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик оповещений. Так вы не пропустите новые рецепты. Пока можно включить духовку на 180 градусов в режиме вверх-вниз. Список продуктов для этого блюда вы найдете в описании под видео. В капусту выкладываю жидкую основу, перемешиваю и добавляю грибы с луком. Заранее я застелила форму пергаментной бумагой. Высыпаю половину получившейся массы в форму. Сверху натертый на терке сыр, тот, который хорошо плавится. Дальше вторую половину капусты. В последнюю очередь семена кунжута и льна. Отправляю в духовку где-то на час. Котлеты с добавлением овсяных хлопьев. Заливной пирог с капустой. Котлеты с кабачком и овсянкой. В заставках к видео. Приятного аппетита!